Странно получается, но 55% зрителей смотрят ролики без подписки на канал. Я как бы ни на что не намекаю, но с подпиской следить за новыми видео станет в разы проще. При прохождении нового ограбления центра Quartz в GTA Online многие игроки задаются вопросом, где найти все точки разведки, чтобы, во-первых, вынести максимально больше выручки, а во-вторых, дабы ограбление проходилось легче, да еще и разными способами. Сегодня затронем абсолютно все. Ключевые моменты с камер наблюдения, второстепенные цели, важные объекты, точки входа и даже ключ от канализации, который на минуточку спавнится в 5 рандомных локациях. Добро пожаловать на полный гайд по разведке центра Quartz. Погнали! Любое количество денег, любой уровень, карьера, навыки, тюнинг и многое другое мы безопасно можем накрутить вашему персонажу в GTA Online. Наша гарантия — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Мега скидки до 50% на ПК и консоли в преддверии обновления. Не пропустите масштабную распродажу по ссылке в описании. Давайте по порядку начнем с камер наблюдения. Честно говоря, здесь не нужно быть каким-то гением. Просто тупо изучайте все камеры от края до края, ничего не пропуская. Таким методом вы найдете абсолютно все необходимое. На камере хранилища это главная цель, центральная картина, самое важное, что нужно вынести при ограблении. Здесь же всегда будут 4 дополнительные картины по краям и ячейки для взлома. Кстати, как только вы запечатлите ячейки, на доске планирования появится необязательная миссия под названием электродрели. Далее на камере погрузочной площадки, если полностью выкрутить направо, можно обнаружить первый важный объект. Это грузовик, запечатлив который откроется дополнительное подготовительное задание поставки охраны. В комнате техобслуживания слева будет находиться одна из точек входа в музей, люк, соединенный с канализацией, а на камере 3-го этажа сможете обнаружить стеклянную крышу. Что люк, что крыша намекают на то, что их нужно найти и сфотографировать снаружи музея. К этому мы обязательно вернемся. На остальных камерах в целом ничего сверхважного нет. Там будут второстепенные цели и какие-то советы от искусственного интеллекта. В любом случае, от края до края изучите каждую из оставшихся камер, чтобы точно ничего не пропустить. Переходим дальше непосредственно в главный зал музея. Тут вы найдете огромное количество второстепенных целей. Всего их 32 штуки. Просто тупо фотографируйте все, что видите, за исключением больших картин и расставленных в основном по углам крупных статуэток. Грубо говоря, все маленькие картины и абсолютно все фигурки и драгоценности в стеклянных витринах. Кстати, фото большой стеклянной витрины откроет дополнительное подготовительное задание «Стеклорез». Помимо этого, обратите внимание, что каждую новую разведку среди второстепенных целей доступно 3 рандомных желтых. Они в первую очередь необходимы покупателям. Обязательно при ограблении сперва своруйте их, пока сумки еще не забиты, чтобы получить дополнительную денежную награду. Также в главном зале музея не забудьте сфотографировать еще 3 важных объекта. Во-первых, сигнализация на нижнем этаже комплекса рядом со стойкой охраны. Во-вторых, большая дверь в подвал неподалеку, также на нижнем этаже. И в-третьих, любой охранник. Я сфотографировал вот этого и отправил Рафу. В целом это все, что нужно сделать внутри здания Quartz, поэтому переходим на улицу. Сначала пробежимся по точкам входа. Всего их 4. Среди них служебный вход, найти его несложно, игра сама попросит сперва сфотографировать именно его. Затем стеклянная крыша, тут все элементарно, поднимаемся на самый верх комплекса и делаем фотографию крыши. Далее вход для доставки, находится он неподалеку от главной парковки, тут будет спуск вниз, поэтому не заблудитесь. Ну и естественно люк в канализацию, расположен он в самом центре лабиринта, вот в этой точке на карте. Что касается важных объектов, всего их 6 штук. Внутри музея мы нашли 3: грузовик на камере, систему сигнализации и вход в подвал, а значит на улице осталось тоже 3. Среди них электрический щиток, расположенный практически на самом верху комплекса, неподалеку от стеклянной крыши. Снимок, отправленный Рафу, откроет дополнительную подготовку под названием «Заряды ЭМИ». Затем радиовышка, всего их 3 штуки на крышах 3 зданий. Достаточно сфотографировать одну любую на ваш выбор. Откроется дополнительная миссия
третье — маршруты охраны на доске планирования. Ну и будка охраны, она находится на парковке, ее также не забудьте сфотографировать, если хотите пройти разведку на 100%. Осталось самое нудное — поиск ключа от люка канализации. Спавнится это приспособление в одной из 5 рандомных локаций. Первая находится вот в этой точке на карте, здесь под лестницей расположены дорожные конусы и строительные объекты. Вторую локацию можно найти по вот этим координатам. Сюда разработчики поставили желтую стремянку и темный чемоданчик, рядом с которым может лежать ключ. Третье место расположено вот в этой точке на карте. Ищите деревянный верстак с разными строительными приспособлениями. Четвертую точку можно найти по вот этим координатам. В углу будут стоять темная стремянка, ящик инструментов и банка с краской. Ну и последняя, пятая локация, расположена вот в этом месте на карте. Тут, как и в случае с третьей точкой, найдете деревянный верстак, но не один, а еще и с ограждающим барьером слева и мини-лесенкой справа. Как-то так. В целом разведка несложная, точек входа всего 4, важных объектов 6, самое геморройное — это найти ключ от канализации и сфотографировать 32 второстепенных цели внутри музея. Но если вы что-то не успели, всегда можно пройти разведку повторно. Для этого на доске планирования наводитесь на главную цель и нажимаете Enter. На сегодня все, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Самый информативный телеграм-канал по тематике GTA в описании, моя личная группа по прокачке и решение ошибки 1.507 тоже, но я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.